Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. США получат всю украинскую энергетику. Об этом Киев и Вашингтон договорились в рамках соглашения о недрах, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Пепенко. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте данное соглашение и что же там такого интересного они насоглашали? Ну, мне тоже интересно, какие выгоды хочет получить США от контроля над энергетической системой Украины, потому что энергетическая система Украины в широком смысле этого слова планомерно и уже достаточно долго, в принципе, уничтожалась и разваливалась. Причем надо сказать, что это происходило еще до начала СВО, и, собственно говоря, существенная часть вины за то, что сейчас происходит в украинской энергетике, лежит не на России, не на российских вооруженных силах, а, собственно говоря, на тех, кто этой энергетикой управлял. Потому что возьмем, например, добычу газа. Ну, добыча газа на Украине полномерно сокращалась, начиная где-то с середины 2000-х. И, в принципе, по большому счету, вот это падение, оно связано скорее с тем, как управлялась система добычи и транспортировки газа. Ну, по большому счету, Украина всегда была дотационной страной с точки зрения газа, она никогда не могла обеспечить собственные потребности. Сейчас это происходит, может быть, чуть легче, потому что просто те промышленные предприятия на Украине, эти объекты энергетики, которые работали на газе, они, собственно говоря, закрываются, сокращаются, поэтому потребление газа падает. Но падает и газодобыча, и, собственно, сейчас, да, действительно, падение добычи происходит из-за тех ударов, которые наносятся по структуре газодобычи и хранения газа на Украине вооруженными силами Российской Федерации. Поэтому Украина сейчас вынуждена закупать газ. Ну, собственно говоря, основной доход, наверное, украинская добыча газа получала не непосредственно от добычи газа, а от транзитных поставок российского газа через территорию Украины. Сейчас они прекратились с 1 января этого года. Транзит российского газа через Украину не происходит. Соответственно, труба стоит заполненная техническим газом, который потихоньку растаскивается на нужды там, отопления и энергоснабжения. Соответственно, платежей за поставки нет. Поддерживать ГТС в рабочем состоянии все сложнее и сложнее, все дороже и дороже. Поэтому что здесь хотят получить американцы – большой вопрос. Раньше на Украине были крупные ПХГ, где хранился газ европейских трейдеров. Но по некоторым из них, опять же, были нанесены удары ВКС России, соответственно, что-то там взорвано, поломано, что-то не работает, трейдеры там тоже газ не хранят. Соответственно, какую ценность вся эта система представляет на данном этапе, чтобы вот США ими так заинтересовались и захотели там приобрести, взять под контроль и как-то использовать, ну, сказать сложно. Что касается энергетики, то, собственно, на Украине планомерно еще до 2022 года началось падение производства электроэнергии. Собственно, падение это продолжается и сейчас, и более того, сейчас, опять же, из-за российско-украинского конфликта, из-за боевых действий, которые ведутся на территориях российских и украинских, достается энергосистеме Украины. Соответственно, часть мощностей выбита. Одна из 4 АЭС украинских находится под контролем России. Собственно говоря, какую ценность все это хозяйство представляет для США, опять же, непонятно. То есть производить электроэнергию, чтобы поставлять на экспорт, скажем, в Европу, ну, во-первых, для этого нужно сначала очень сильно вложиться, потому что тот же самый юг Украины, например, всегда был отнюдь не избыточен по электроэнергии, его, соответственно, надо снабжать. Ну, хорошо, предположим, ради американских интересов мы не будем снабжать юг Украины электричеством, но так или иначе все равно не набирается того необходимого объема, который можно было бы экспортировать.
Плюс ко всему проблема украинских сетей передачи энергии, ну, собственно, они достаточно старые, кое-где они требуют не то что глубокой модернизации и ремонта, а, наверное, может быть, строительства заново, поэтому эта система, в общем, тоже как бы не представляет особой ценности для того, чтобы ее как-то использовать, ну, для зарабатывания денег. А я так думаю, что Трамп подписывает соглашение, прежде всего интересовался, каким образом он сможет рассказать избирателям о том, как он ловко вернул, скажем, или вернет в ближайшем будущем те средства, которые были вложены в украинскую экономику Байдена. Для него какой-то вот прям фетиш постоянно говорить о том, что Байден потратил, а я вернул. Соответственно, что он собирается вернуть с этого полуразрушенного энергохозяйства, сказать трудно. Что касается добычи угля, то, напомню, сейчас большинство из тех угольных производств, шахт там, и так далее, которыми славилась раньше Украина, собственно, они находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, находятся уже на российских территориях, поэтому рассчитывать на их эксплуатацию тоже достаточно сложно. Ну, наверное, это, опять же, скорее такое пиаровское политическое заявление Трампа. Вот Байден начал, а я прекратил, Байден растратил, а я сейчас все верну. А когда уже дойдет дело до дела, что называется, извините за тавтологию, ну, там как-нибудь можно опять что-нибудь такое сказать, подписать какое-то очередное соглашение, ну, потому что с практической точки зрения получить какую-то прибыль от украинской энергетики, на мой взгляд, ну, крайне затруднительно. То есть мы говорим о том, что вот эти вот вскрики про богатые литиевые залежи, редкоземельные металлы, энергетический потенциал, то есть это в основном является информационными интервенциями для попытки поднять какой-то политический капитал и реального материальной выгоды на Украине не получится не сделать ни у кого. Скорее всего, да, потому что, опять же, если говорить о тех же самых запасах лития, да, действительно, на Украине они есть. Другое дело, что они находятся уже почти на границе противостояния, фактически на линии боевого соприкосновения. И, соответственно, ну, вряд ли кто-то сейчас захочет инвестировать во что-то, которое находится недалеко от линии фронта и, соответственно, попадает в зону действия, ну, практически любых средств поражения, начиная от дронов камикадзе и заканчивая артиллерией и ракетными ударами. Плюс ко всему, геологические исследования этого месторождения показали, что это не тот случай, когда литий можно буквально там черпать ковшом, потом обогащать, и это все будет крайне рентабельно, и вот его там много, и он хорошо залегает. Нет, геологические структуры этого месторождения достаточно сложные, поэтому инвестиции потребуются достаточно большие. Что же касается всего остального, ну да, похоже, действительно, как вы говорите, вскрики, потому что если начать разбираться вот в деталях, а не просто говорить о том, что все, я взял под контроль всю энергетику Украины, и вот сейчас мы заработаем, в деталях оказывается, что все не так уж весело, не так оптимистично, а в целом, наверное, даже грустно. А есть ли какой-то коммерческий интерес для пребывания на территории так называемой Украины, ну, кроме ее пограничного состояния между Российской Федерацией и Европейским Союзом? Ну, наверное, выдавить что-то с Украины, чтобы компенсировать те затраты, которые понесли США для поддержки ее экономики и ведения боевых действий против России, наверное, можно. Но это будет процесс непростой, это будет достаточно сложно, потому что вот собрать по кусочкам все то, что еще осталось от украинской промышленности и энергетики, наверное, можно, но вполне вероятно, что для того, чтобы это там более эффективно заработало и стало приносить какую-то прибыль, которую можно забирать, ну, наверное, потребуются какие-то инвестиции. Вот, готов ли кто-нибудь инвестировать в экономику Украины с учетом тех затрат, которые США уже понесли,
И с учетом того, что ну, страна, в общем, находится в состоянии ведения боевых действий, и никаких гарантий, что любые инвестиции или любые стройки, там, разработки месторождений не подвергнутся каким-либо атакам или ударам, таких гарантий, естественно, никто дать не может. Поэтому, ну, даже если кто-то и будет инвестировать в Украину, то явно это будет не в ближайшее время. Получается, что данное соглашение о разделе недр, оно реально выгодно больше Украине, чем тем, кто ее якобы делит. То есть вот это вот бремя на поколение вперед, про которое некоторые испанские эксперты утверждают, это не бремя, а реально единственный выход для энергетики Украины привлечь хоть какие-то деньги. Фактически получается, да, на данном этапе это соглашение для Украины выгодно, потому что в соответствии с деталями этого соглашения будет сформирован некий фонд, куда будут поступать доходы от, соответственно, как бы деятельности украинской энергетики и добычи ресурсов. Соответственно, туда же США обещали вкладывать средства в виде какой-то военной помощи. Поэтому на данном этапе, да, это соглашение позволяет привлечь дополнительные средства и дополнительную военную помощь на продолжение войны против России. А что касается будущих поколений, ну, видимо, наверное, сейчас никто про будущее поколение особо не думает, разобраться бы с текущими проблемами. Ну и плюс к тому, как мне кажется, с учетом того, как происходит там, набор в украинскую армию и то, что происходит, в принципе, на Украине, по-моему, никто там особо не думает о будущих поколениях. Ну и продолжая данную тему, хотелось бы поинтересоваться, а кроме Соединенных Штатов, кто еще проявляет интерес к энергетике, промышленности, да и территориям так называемой Украины? Вот тут как раз ключевой вопрос, наверное, это не энергетика и промышленность, а скорее территория. У Украины есть достаточно много соседей по границе, которые вполне были бы заинтересованы в каком-то участии в разделе территории Украины. Ну, как мы знаем, соответственно, Польша, в общем, особо и не скрывала о том, того, что ее интересует территории, там, распространяющиеся вплоть до Львова. Более того, еще до начала СВО, но после Майдана, вот в этот период там, с 15 по 22 год, Зеленский принял ряд постановлений о допуске польских чиновников на украинскую территорию, и даже им, как бы, сохраняя польское гражданство, может занимать посты в различных администрациях. Румыния, соответственно, тоже интересуется той частью Украины, которая ей близка и которую они хотели бы получить. Ну, насколько я помню, и Венгрия тоже была бы не прочь каким-то образом поучаствовать в этом разделе. Вот эти вот территории в районе там Ужгорода и так далее, их тоже вполне интересует. Более того, там действительно живет немало этнических венгров, которые вполне возможно готовы были бы воссоединиться со своей исторической родиной. Поэтому есть такое ощущение, что если все эти планы реализуются, от Украины, по большому счету, останется, ну, видимо, похоже, только Киевская область, потому что, как мы знаем, часть территории сейчас входит в состав России, там ДНР, ЛНР, часть Херсонской, Запорожской областей. Соответственно, если остальные, ну, скажем, амбиции Румынии, наверное, могут быть слишком амбициозны, и, наверное, их реализовать вряд ли удастся, а вот Польша, по-моему, вполне могла бы. Что, в общем, очень сильно сократит территорию Украины, ну, соответственно, также и энергетику, и добычу каких-то ресурсов. С другой стороны, может быть, если Украина сократится до вот таких вот небольших размеров, и ресурсов будет хватать на то количество населения и промышленности, которое останется. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.